Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную тему, а именно смена кармических узлов. Как вы знаете, 18 июля 2023 года у нас смещаются кармические узлы с оси Телец-Скорпион на ось Овен. Весы. И, как следствие, это закладывает для вас новые кармические задачи на последующие 1,5 года. Потому что эти энергии, эти ситуации у нас будут длиться до 11 января 2025 года. Мы с вами посмотрим и проанализируем, какие перемены у вас будут по каждой сфере, какие дома для вас будут наиболее значимыми. Но уже однозначно можно сказать, что у вас это затронет ось 11 и 5 домов, потому что Раху у вас будет в 11, а Кету у вас будет в 5. Поэтому будем смотреть, анализировать, делать выводы и смотреть, к чему же вам стоит готовиться. Итак, смотрим, какие перемены у вас пройдут по первому дому. По первому дому у вас ложится здесь 9 чаш. Прекрасная карта. Почему? Потому что это аркан счастья, любви, наслаждения, роскоши. Это карта физических удовольствий. Как следствие, это получать кайф от себя, от ситуации, от того, как вас воспринимает социум, от того, как вы самовыражаетесь в социуме. Здесь быть довольным от жизни, от себя и от того, чего вы достигаете. Почему? Потому что первый дом — это у нас точка «Я». Он отвечает за нашу личность, он отвечает за наш характер. Ну и как следствие, в первую очередь, это фокус на внешний облик, на нашу конституцию, на наши манеры, темперамент, характер, на то, как мы самовыражаемся, на то, как мы воспринимаем себя. Ну и как следствие, как нас воспринимает социум. Поэтому по 9 чаш здесь может проходить ситуация смена имиджа, так, что вы были довольны собой, поменяться. Или, допустим, вы не могли сбросить лишний вес. То есть это сделать все, чтобы вы кайфовали от ситуации, от того, как вы выглядели, наслаждаться внешним видом, наслаждаться то, как вас воспринимают окружающими, там, комплименты, внимание, быть в центре общения, особенно для тех, кому не хватало этого в последнее время, потому что здесь действительно, это фактически пик наслаждений. Здесь вы будете сконцентрированы на себе. И фактически действительно будете притягивать таковых людей и их энергии, которые вас будут наполнять. Поэтому здесь уже, поверьте, очень хорошее начало. Так, что у вас идет по второму дому? По второму дому 4 пентаклей. Аркан стабильности, целостности и самосохранения. Второй дом у нас отвечает за ресурсы. Это наши финансы, это наше имущество и, как ни странно, наше состояние здоровья. Но имеется в виду не в плане там, болезни или чего-то еще, а наша энергия. Так вот, 4 пентаклей — это сохранить то, что вы имеете. И не просто сохранить, а приумножить. То есть это не вопрос экономии, это грамотно распоряжаться финансами. Во что-то вложиться, чтобы для вас это было стабильным, приносило доход. Это заботиться о себе, о своем здоровье, это вкладываться в себя, чтобы в первую очередь улучшить свой иммунитет, качество жизни, улучшить свое состояние здоровья, предупредить и предотвратить развитие хронических заболеваний, либо в целом избавиться от них. Потому что второй дом для нас — это всегда точка возможностей. Он, конечно же, отвечает не только за наши доходы, этот дом, но и за виды трат. Но здесь мы в первую очередь получаем то, что мы реализовываем через свою работу, через свою карьеру, то, что мы приобретаем тем либо иным путем в течение своей жизни. То есть это наши финансовые перспективы, это наши ресурсы, это имущество. В целом вопрос наличных денег, поиск источника вида доходов, виды трат, наше благосостояние. Так вот, по 4 пентаклей я не могу сказать, что вы здесь найдете для себя какие-то мега новые источники доходов. Но эта карта говорит о том, что вы не только сохраните то, что имеете, но и приумножите. То есть для некоторых из вас это могут быть инвестиции в какие-либо пассивные виды дохода. Да, там будет небольшая прибыль, но она будет, как говорится, стабильная, долгосрочная и, как говорится, там, на постоянной основе, там, ежемесячно, еженедельно, смотря кто как получает. То есть это само по себе уже прекрасно. Смотрим с вами 3-й дом.
Что здесь будет? Так, по третьему дому у вас ложится тройка пентаклей, как символично. Третий дом или дом коммуникации, поскольку за него отвечает Меркурий, это у нас дом, который связан и сопряжен. Курсы, мастер-классы, вебинары, семинары, это, ну, какие-то, знаете, я говорю, быстрое обучение, если так вкратце. Помимо всего прочего, это общение с родными, это общение с близкими родственниками, это братья, сестры. Это, в принципе, очень большая коммуникация и хаос в деловой жизни, то есть работа, поездки, перемещения, командировки. И по тройке пентаклей, скорее всего, у вас так и будет. То есть здесь много знакомств, много ресурса. Это, в принципе, все, что касается ситуации писем, переписок, коротких поездок, вот постоянно, знаете, движение, хаос. Потому что по этому аркану тройка пентаклей – это карта работы, карта труда, это выстраивать свой бизнес, свое дело, либо если вы наемный сотрудник, делать все для того, чтобы стабилизировать текущее положение вещей, ну, конечно же, зарабатывать больше. Если рассматривать, поскольку у нас третий дом еще отвечает за транспортные средства, покупку, по тройке пентаклей это может быть как служебное авто, так или если вы покупаете авто, оно может быть не будет мега дорогим, но однозначно будет вам служить верой и правдой, и знаете, как отличный вариант за те деньги, на которые вы рассчитываете на него потратить. Ну и в целом, если вы собираетесь здесь повышать уровень вашего интеллекта, то есть обучение, курсы, мастер-классы. Кстати, по тройке пентаклей это еще зарабатывать, коучинг или участие как спикер в каких-то бизнес-форумах, то здесь вы тоже можете через это зарабатывать, то есть зарабатывать через коммуникацию или сделать коммуникацию вашим основным источником заработка. Потому что когда у нас тройка пентаклей ложится в третьем доме, это еще заработок через консультирование, то есть изучение аналитика рынка, донесение информации, и для вас это действительно будет идти в плюс. Если анализировать братьев-сестер, это работа над качественным построением взаимоотношений с ними, а также может быть совместная рабочая деятельность. Смотрим, чем для вас обернутся перемены по четвертому дому. Что здесь будет? О, прям карта сама выходит. Видите? Здесь ложится аркан Мир. Поскольку четвертый дом – это у нас точка происхождения, или, как мы говорим, точка опоры, или наш фундамент. Почему? Потому что этот дом у нас символизируется с родиной, с семьей, отец, мать. Это, в принципе, недвижимость, это наша стабильность. Ну, то есть, иными словами, это та опора, благодаря которой начинается наше восхождение по жизни и, кстати, по социальной лестнице тоже. Потому что здесь мы закладываем основу наших будущих социальных побед. И поэтому эта карта символизирует, не карта, простите, дом, семейные корни. Это все, что касается, знаете, как построения союзов, семейной жизни. Так вот, аркан Мир. У кого-то вопрос иммиграции, дальних земель, потому что здесь падает мир. Обретение для себя новой родины. У кого-то может быть и переезд, возврат на родину, потому что мир – это движение. Это, знаете, как переезжать из очень далеких мест. Для кого-то может быть просто переезд по аркану мира, ну, более какое-то значимое, статусное жилье. Сейчас давайте раскроем, посмотрим, что здесь. У нас здесь ложится девятка жезлов, то есть найти место, где вы будете ощущать себя защищенными, обрести зону комфорта. Помимо всего прочего, мир и девятка жезлов – это закрыть какие-то конфликтные ситуации там, с отцом, с матерью, с родственниками, может быть, со второй половиной. Эти карты, которые указывают для некоторых, не для всех, получение социального жилья. Это арканы, которые говорят об удачных операциях с недвижимостью, то есть вопросы купли-продажи. Для вас это все идет в плюс. Ну и опять же, мир и девятка жезлов. Для кого-то это может быть знакомство и построение взаимоотношений с иностранцем или иностранкой. То есть то, что впоследствии может привести к созданию семьи и брака. Смотрим. Пятый дом. Что у вас здесь по пятому дому? Пятый дом. У вас здесь ложится пятерка чаш. Ох, как знаете, как одно компенсирует другое. Пятерка чаш в пятом доме.
5-й дом – это у нас карта досуга. Это карта развлечений, интересов, хобби. Это карта, это дом любовников, любовниц. Это, в принципе, знаете, такие увлечения, эротика, сексуальная тяга, сексуальная реализация. Конечно же, это дом, который связан с детьми. Ну, в целом, если мы охарактеризуем его, то 5-й дом – это как бы точка влечений, потому что здесь у нас и искусство, и наши прихоти, и, в принципе, сама по себе ситуация, когда и отдых, и азарт, и удовольствие, и игры, успех, слава, ну, то есть все проходит по этому дому. И вот 5 чаш говорит о том, что у вас не будет хватать времени на удовольствие, на какие-то игры или развлечения, потому что вы будете сконцентрированы на более главных для вас задачах. То есть это карьера, это рост, это отношения стабильные, а не с любовниками или с любовницами. То есть, знаете, как не тратить себя по пустякам, вкладываться в какие-то фундаментальные вещи. Если же это касается вопросов детей, да, по 5 чаш это могут быть вопросы непонимания, напряженных взаимоотношений, ну, в частности, со зрелыми детьми. Для тех, кто планирует зачатие, деторождение, это, конечно, будет не очень легкий период, потому что с этим могут возникнуть сложности. Мы будем проверять вопросы здоровья, но пока, как говорят арканы, здесь ваши начинания могут не увенчаться успехом. Итак, анализируем с вами 6-й дом. 6-й дом. А вот 6-й дом у вас здесь дарует вам 3 чаш. Она вам несет в первую очередь точку силы, потому что 6-й дом у нас отвечает за работу и отвечает за наше здоровье. Почему именно 2 сферы? Почему именно так, а не как иначе? Потому что здесь ежедневная, повседневная бытовая рутина, служебные обязанности, забота о здоровье. Это все, оно соприкасается, потому что вот то, насколько вы умеете по тайм-менеджменту курировать время для отдыха, для работы, влияет очень прямым образом на ваше состояние здоровья. Потому что комфортно организованные трудовые условия, они будут залогом вашего физического, эмоционального и ментального здоровья. Так вот, 3 чаш. Процессы выздоровления, радость, целостность, хорошее эмоциональное, ментальное, физическое самочувствие, легкость. По работе работа, которая в радости, работа, которая спорится, идет легко, хорошо. Это даже если вы там в декрете или вы пенсионер. Быт, который приносит удовольствие, то есть делать все с легкостью, с радостью, с подачей. Это, знаете, как... Опять же, для кого-то завести домашнее животное, которое дарит вам и радость, и коммуникацию, кооперацию, получаете максимум энергии, удовольствия от общения с братьями меньшими. Это хорошие взаимоотношения с подчиненными, если у вас таковые есть. Это, как я уже говорила, улучшение самочувствия. И опять же, вот здесь, поскольку это дом долгов, но не который занимаете вы, когда у вас берут, то здесь вы можете безбоязненно давать в долг, потому что здесь вам вернут то, что у вас занимали. Поэтому если кому-то из ваших близких потребуется помощь, здесь вы можете поспособствовать людям в решении их проблем. Ну а в целом, как мы видим, это действительно для кого-то найти себя, свою сферу, потому что по 3 чаш это реализация и радость от того, чем вы занимаетесь, что вы делаете и какой результат вы от этого получаете. Смотрим с вами, что у вас идет по 7-му дому. По 7-му дому здесь 7 жезлов. Ох! Будем уточнять, почему? Потому что здесь эта карта может говорить о том, что либо вы кого-то очень активно будете добиваться, либо кто-то активно будет добиваться вас. Поэтому хочу посмотреть, что здесь. Справедливость. Это такая позиция, как ты ко мне, так и я к тебе. Если ты меня динамишь или закрываешься, я буду себя вести так же. Или же, если ты ко мне открыт, то я буду открыт к тебе. У вас дно колоды здесь ложится аркан сила. Сила – это притяжение, это сексуальная сила, это эмоциональная тяга. Это, знаете, когда двое сплетаются в одно целое, прорастают корнями, создают новый фундамент. Поэтому здесь по этим картам для многих из вас могут идти вопросы построения
личных отношений, в частности брака, причем это официальные отношения будут. Видите, здесь ложится у вас аркан справедливость. И я открываю для вас колоду, здесь ложится аркан дурак. Для большинства из вас это будут абсолютно новые отношения, новый союз. И если же рассматривать, брать во внимание ситуацию, если кто-то решит развестись, могу сказать, что по картам вы, скорее всего, отмените эти решения, потому что здесь суд. Будет восстановление союза и желание обыграть отношения наново. Для кого-то может быть и такая ситуация. Вы можете войти в одну реку дважды, заново сочетаться браком с вашими бывшими партнерами или партнершами. В целом, если мы будем рассматривать этот дом, о чем он говорит, что он вам символизирует и несет. 7-й дом, дом партнерства, брака, взаимоотношений, это и называют точка «ты» или дом зеркала. Почему дом зеркала? То, что зеркалит наше «я», потому что это ось 1-7 домов. И опять же, вот эта ось кармических узлов Овен-Весы. То есть нас окружают те, кто зеркалит непосредственно нас, то, чего мы хотим, к чему мы стремимся. И если вы хотите поменять свою жизнь в лучшее русло, в лучшем ключе, то вы должны стремиться максимума и окружать себя таковыми людьми. 7-й дом у нас в целом, он символизирует, это оформленные связи и союзы, то есть это официальный брак, это венчание, это трудовые договора, это партнерские сделки, соглашения, потому что этот дом говорит о партнерах личных или деловых. То есть это общественные связи, союзы, это партнерство по добровольным соглашениям, по договорам. Конечно же, дом может нам показывать и наших врагов, и конкурентов, которые вас могут втягивать в судебные процессы. Но в этом случае, как вы видите, як то кажуть, все буде марне. Чому марне? Потому что все потуги ваших врагов, они будут бессмысленны и бесполезны. Вас не смогут здесь сломить или каким-то образом, как показывают арканы, навязать вам свои правила или свою точку зрения. Смотрим дальше. Чем для вас будет сопряжен 8-й дом? Какие перемены? У вас здесь ложится аркан повешенный, а вот здесь внимание. Сейчас буду объяснять. Что такое у нас 8-й дом? Как мы называем его? Дом жизни и смерти, дом чужих денег. Ну, вообще астрологи его очень часто называют точка границ. Почему? Потому что это действительно как жизнь между... Такое точка места между жизнью и смертью. Да? Но здесь это и переход, это врата в новую жизнь, потому что этот дом отвечает как за материальные ценности и финансовые дела вашего брачного партнера или делового партнера. Так, помимо прочего, он еще говорит о ситуациях общих капиталов, наследства, страховок, завещания. Это преобразование, это стремление к продолжительности жизни, это могут быть вопросы смерти. Ну вот мы сейчас с вами даже откроем, дотянем. У вас здесь повешенный и 8 чаш. Это может касаться тех, у кого только очень-очень, ну как это сказать, длительных годами алкогольная зависимость. То есть, простите меня, когда человек злоупотребляет алкоголем на протяжении более 5 лет. Вот здесь тогда могут быть риски для жизни. Для всех остальных, кстати, даже для тех, у кого есть алкогольная зависимость, это как точка пересмотра жизненных ценностей. Это попытки что-то кардинальным образом поменять в жизни, от этого избавиться. Соответственно, устранить для себя таковую причину. Ну а так, это же, помимо всего прочего, дом тайн, дом оккультных способностей, но и в целом все, что связано действительно с кардинальными переменами. Итак, аркан повешенный, о чем здесь может говорить? Вопрос распределения доходов и расходов семейного бюджета, новый взгляд на вещи, на распределение имущества. Опять же, аркан, который вам не рекомендуют брать суды, кредиты. Почему? Потому что здесь это будут баснословные проценты, которые будете платить долгом. Поэтому делать вам этого не стоит. По крайней мере, в рамках этих 1,5 лет. Опять же, если это вопрос вступления наследства, то это процедуры, которые затянутся, могут быть пересмотры. Если это касается вопросов оккультизма, то это раскрытие способностей. Для вас открываются новые грани, ясновидение, яснослышание, НЛП-практики, гипнотерапия, мантические системы. Тут крайне широкий спектр того, что вы можете изучать или познавать.
Ну, а если смотреть с точки зрения, как я вам уже сказала, вопросов жизни и смерти, это актуально для тех, кто по повешенному имеет зависимости. Но зависимости, повторюсь, алкогольного или наркотического характера. Причем, поскольку повешенный – это длительная ситуация зависания, то есть кто длительно является созависимым человеком. Для вас это как шанс пересмотреть свою жизнь и эту ситуацию исправить. Смотрим с вами 9-й дом. Что у вас здесь? 9-й дом, 7 чаш, карта воодушевления, вдохновения. Да, иногда это сложный выбор, но вместе с тем это дотянуться до мечты, реализация мечты. Почему? Потому что это точка духа. И 9-й дом у нас отвечает за нашу духовную, за нашу интеллектуальную жизнь. Это дом путешествий, особенно дальних, эмиграция, переезд. Поэтому здесь 7 чаш – это как осуществление мечты. То есть вы куда-то переехали, если хотели и стремились. Или вы побывали в тех местах и странах, о которых только мечтали или видели там на картинке. Помимо всего прочего, это изучение культуры других народов. Для кого-то изменение веры, религия. Допустим, вы выходите замуж, а ваш партнер находится в другой религии, вы можете брать то есть религию, ту, которую он принадлежит. Это высшее образование, то есть достижение цели, получить те навыки и знания, которых вам не хватало. Это решение вопросов судебных дел. Да, они затянуты во времени, но вы получите здесь положительный результат. Ну и в принципе общественные институты власти – это рост вашего авторитета за счет той базы знаний, которую вы получаете, которую вы несете в массы. Поэтому здесь, видите, 7 чаш – это, как говорится, мечтайте, стремитесь, и все у вас будет получаться. Смотрим на 10-й дом. Что у вас здесь? 10-й дом, рыцарь мечей, карта интеллекта. 10-й дом – это у нас точка цели. Иными словами, это дом, который говорит о профессиональном или социальном успехе. Он является одним из самых важных полей как гороскопа, так и натальной карты в целом, потому что это самая высокая точка гороскопа. Он символизирует устремление, наши карьерные амбиции. Это в целом наш жизненный уровень, тот максимум, к которому мы стремимся и чего мы можем достичь в профессии и в жизни. Указывает на карьеру, на род занятий, на профессиональные достижения, на успех, на социальный статус, также на нашу репутацию и в целом на награды, на звания, на почет. Так вот, о чем здесь говорит рыцарь мечей? Мы сейчас даже его раскроем, дополним, чтобы у нас была вся картина. И здесь у нас ложится аркан император. Так, это достижение новых вершин. По рыцарю мечей, да, в какой-то степени через трупы по головам, не считаясь с мнением других, или резко убрать конкурентов, потому что рыцарь мечей – это отсечь всех тех, кто вам мешает достигать каких-то целей. Для мужчин это внезапно, может быть, не запланировано, но стать отцом – это отцовство. Для девушек, для женщин – это обретение супруга, потому что рыцарь мечей и император, как правило, мужчина горячих кровей. Чаще всего у меня так рыцарь мечей проигрывается. Мужчина может быть иностранец. Для мужчин это вопросы стремления получить новый уровень для себя. То есть у кого-то это вопросы заключения брака, вопросы материнства, отцовства. У кого-то в прямом смысле слова стать дедом. И если брать в плане карьеры, карьера, которая может строиться, не могу сказать, что прям на хайпе, на конфликте, на вопросах выяснения взаимоотношений, но вы здесь четко будете убирать всех конкурентов, оппонентов и соперников, потому что вы понимаете и осознаете, ради чего вы это делаете. Поэтому вот так. И у некоторых из вас рыцарь мечей и император это могут быть вопросы установления отцовства, и для кого-то как взять чью-то фамилию. То есть изменение фамилии. Причем это не обязательно связано с замужеством. Возможно, вы просто для себя решили поменять имя или фамилию. И это благоприятно скажется на вас, на тех перспективах, которые вы можете получить. Что у вас по 11 дому? У вас здесь ложится королева жезлов. Королева жезлов – это в первую очередь женщина огненной стихии, овен, лев или стрелец. И поскольку у нас 11 дом отвечает за наше социальное окружение, поскольку это дом в принципе социальности, это наши друзья, единомышленники, наши клиенты, наша целевая аудитория.
Это спонсоры, меценаты, покровители, это защитники, советники, это фавориты. Это сама по себе ситуация, когда благодаря кому-то, а у вас здесь благодаря королеве жезлов, осуществляются ваши надежды, мечты, идеалы, планы. По этому аркану женщина вам может поспособствовать в выигрыше, в получении гранта, в получении денег на какой-то стартап, потому что это люди, которые являются нашими покровителями, дают какие-то реформы и какой-то вот толчок. Опять же, друзья, которые взращивают у вас веру, внутренний стержень, которые вам помогают в развитии, в начинаниях, помогают легко перенести какие-то перемены. Поэтому, как следствие, здесь для вас это знаменуется тем, что будут расти ваши амбиции, и вы, глядя на этого человека, который будет для вас являться таким утрированно духовным наставником. Не обязательно для мужчин это вторая половина. Это может быть родственница, друг, знакомый, коллега, руководитель, но человек, благодаря которому вы захотите расти. Расти, конечно же, личностно. Смотрим с вами 12-й дом. Что у вас здесь по 12-му дому? 12-й дом у вас здесь ложится шестерка чаш. Очень интересно. Возвращение к прошлому. Итак, поскольку у нас 12-й дом, я называю дом изоляции, дом одиночества, ограничений. Почему? Потому что, как правило, по этому дому у нас идут монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха. Но, вы же понимаете, изоляция у нас может быть как добровольной, так и добровольно-принудительной. То есть это могут быть тюрьмы, это могут быть какие-то изолированные места. Но в целом по 12-му дому это либо работа в закрытых учреждениях или секретных организациях. Это сама по себе ситуация, когда вы можете быть врачевателем, да, и заниматься излечением болезней. Но и в целом 12-й дом – это тайны, это глубинная память, это уединение, это ограничение свободы по собственному желанию или по обстоятельствам. Это больницы, приюты, тюрьмы, это тайные связи, тайные враги, это скрытые болезни, это оккультные знания и проработка кармы. Так вот, о чем нам здесь может сказать наша шестерка чаш? Итак, начнем с хорошего, с приятного. Почему? Потому что эта карта символизирует для нас возврат в родные пенаты, где мы восполнялись эмоционально, энергетически и получали какой-то заряд бодрости и энергии. То есть это ретриты, это там, не знаю, спа-салоны, курорты, санатории, где вы были раньше, и теперь, ну, знаешь, как вот ностальгия, и вы наполняетесь. Опять же, это может быть паломничество по святым местам, где вы ранее были. То есть это не только вернуться заново посмотреть, это наполниться приятными воспоминаниями, это напитаться этой энергетикой. С точки зрения оккультных знаний, эта карта показывает на пробуждение сил вашего рода. То есть вот у вас, видите, в 8-м доме падает повешенный, а здесь шестерка чаш, то есть могут раскрываться способности. Вещи сны, ясновидение, яснослышание, тяга к гипнозу, к оккультным знаниям, к эзотерике. Все это вы можете раскрывать в себе. Еще это аркан, который показывает на попытки скрыть, ну, по отношению к вам здесь то, что может проявляться из бывших. Поэтому это попытки скрыть вот эти вот поползновения со стороны бывших партнеров или партнерш. Почему? Потому что вы сами еще не будете понимать, нужно вам это или нет, и что со всем этим делать. Но так как мы видим, что у вас здесь пятерка чаш в 5-м доме, то могу сказать всем бывшим, и вы помажете рукой и скажете «до свидули». Еще эта карта с точки зрения больниц. Это проработка, как правило, наследственных хронических заболеваний. Это плановый протокол лечения, который вы можете проходить из года в год. Могу сказать в положительном аспекте. Здесь, поскольку падает шестерка чаш в 12-м доме, то есть тюрьма вам не грозит, и какие-то ограничения свободы, у вас это больше, знаете, может быть залипание в эмоциях. Почему? Потому что есть какие-то непроработанные моменты прошлого. Это может быть связано с отношениями, но в любом случае это та ситуация, с которой вам нужно будет бороться. И смотрим с вами рекомендацию на этот 1,5-годовалый цикл. Что у вас здесь? Ох, тройка мечей.
Не позволяйте никому разбивать себе сердце и не разбивайте сердце другим. Почему? Потому что здесь эта карта говорит о ситуации, когда вы какими-то действиями, поступками можете ранить кого-то или своими действиями, самобичеванием по отношению к себе можете ранить сами себя. И как следствие сами себе портить жизнь. Видите, вот тройка мечей, четверка чаш. Проработайте негативные эмоции, ситуации и их отпустите. По королю мечей вы должны быть здесь хладнокровны, безэмоциональны, то есть не давать никому никакого спуску. Раз и навсегда для себя закрыть эту ситуацию, особенно если это касается взаимоотношений. Если это касается состояния здоровья, это новый подход, новые методики лечения, новый протокол лечения, который для вас будет более эффективным. Потому что у вас даже здесь стоит ситуация выбора по двойке жезлов. Или ты тонешь и грузнешь в прошлом, либо ты идешь в будущее. То есть здесь ты должен решить для себя в настоящем, что для тебя есть в приоритете. Поэтому, мои хорошие, решайте, делайте выбор. Пусть он для вас будет во благо, пусть перемены для вас ознаменуются только со знаком плюс. Я искренне буду за вас рада. От вас по прошествии периода жду обратной связи, как для вас отыграется эта информация. Поэтому не забывайте про энергообмен. Благодарна вам всегда за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого еще не сделали. Ну а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.